Привет-привет! Рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании. И в этом видео я хочу рассказать вам, как я связала вот такую вот шапочку бини со своротом, крючком. И ее вторая сторона. Видите, у нее получились две разных стороны. У меня есть похожая шапка на канале. Это одно из предыдущих видео. Там мы вязали вот с такой молочной пряжи. Единственное, чем будут отличаться эти шапки, это клиньями. В этой шапке в том видео связано 6 клиньев, и все они одинаковые. Здесь же я вам расскажу, как связать альтернативную макушку к этой шапке. Здесь тоже 6 клиньев, но они зеркальные, то есть пары здесь зеркальные. То есть если здесь каждый клин точно такой же, как предыдущий, здесь зеркальные пары. Вот одна зеркальная пара, первый, второй. Вот он, третий, четвертый клин, тоже зеркальная пара. И пятый, шестой. Поэтому макушка данной шапки, вот смотрите, складывается в такую треугольную звезду, да, а здесь вот такой вихрь из 6 лопастей. Пряжа здесь используется одна и та же, разные цвета только, а так все идентично. Всеми теми же плюсами, которыми обладает вот эта шапка, и у этой шапки, соответственно, тоже есть. Можно носить ее и как бини, да, свернуть макушку, можно сделать небольшой отворот, можно сделать глубокий отворот. Здесь точно так же нигде вы не найдете этот шов, который сшивает детали шапки. И точно так же нет ни переда, ни с этой стороны. Можно носить, допустим, вот таким вот клином наперед, если вам нравится, а можно вот такой косой, и по бокам у нее, видите, расходятся клинья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если хотите получать уведомления о выходе новых мастер-классов. И давайте начинать вязание этой шапки. Для вязания мне опять потребуется один 100-граммовый моток пряжи. Это все та же семеновская пряжа Арина. Мне пряжа понравилась, это не реклама. Вот ее метраж. И на этот раз у меня такой вот серый, но он как бы серый теплый. Называется Fresh New этот цвет. Крючок. Беру все так же, крючок 7 миллиметров. Две контрастные нитки для набора, для закрытия, для того, чтобы они были подсказкой того, как надо сшить этот шов. Расход пряжи 1 моток на одну шапку. Набираю контрастной ниткой светло-зеленого цвета крючком номер 7 40 воздушных петель. Если вы видели мою предыдущую шапку, то здесь будет все в принципе то же самое. Единственная разница будет в клиньях. Но основной принцип, набор, сшивание, количество рядов, количество петель, крючок и материалы, все то же самое. Вот, я набрала 40 воздушных петель. И дальше начинаю вязать основной ниткой. Наборный ряд в счет клиньев не входит. Он нужен лишь для сшивания. Вот дальше основной ниткой я начну вязать. И это будет первый ряд. Итак, первый ряд, вот эта вот топовая нить, делаю одну воздушную петлю подъема на этот ряд. Во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку, подхватываю рабочую нитку, одну петлю через другую. За дальнюю дужку одну петлю через другую. Это называется соединительный столбик, соединительная петля. В общем, вяжется такая петля точно так же, как и воздушная петля. Единственное, что цепляется еще дальняя дужка столбика, который был в предыдущем ряду. Да? И вяжу 40 соединительных петель до конца ряда. Последнее звено. Здесь у меня нет узелочка. Я считаю это звено за звено. И вот сюда я делаю 40-вую петлю. Все, первый ряд на этом готов. Для контроля себя можно пересчитать вот эти вот бежевые или серые косички. Их должно быть ровно 40. Дальше второй ряд. Именно со второго ряда я начинаю укорачивать
ряды, начинаю вязать укороченными рядами. Вот, обратите внимание, первый ряд это полный ряд, и в каждом клине первый ряд это будет полный ряд, и последний ряд, у меня здесь это будет 12, он будет тоже полный. То есть клин начинается с полного ряда и заканчивается полным рядом, и между этими двумя полными рядами будут укороченные. Итак, второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот, вот так. И за дальнюю дужку во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю вязать опять соединительными столбиками. Не довязываю до конца ряда 2 петли. И таким образом получается 38 соединительных петель для второго ряда. Дошла до конца второго ряда, оставляю 2 петли недовязанными и перехожу к третьему ряду. Третий ряд, воздушная петля подъема, и здесь во второе звено от крючка вкалываю крючок и уже вяжу все петли до конца ряда, тоже соединительные столбики, то есть здесь будет тоже просто 38 соединительных столбиков. 37, и вот 38 петля, смотрите, как она выглядит, 38. После нее остается вот такая вот пимпочка, перемычка. Это все правильно, это будет вот у открытого края будет вот такие вот перемычки. Вот сюда вот не надо ничего провязывать, поэтому я вот так вот не надо провязывать. Здесь оставляем это все. Я поэтому просто рекомендую считать, именно считать вот 35, 36, 37, 38, да? Это был третий ряд. Теперь четвертый ряд, снова укороченный. Воздушная петля подъема, поворот. И опять в дальнюю тушку вкалываю крючок. И здесь вяжу, еще не довязываю 2 петли, раз, два, вот до сюда. То есть в этом ряду уже будет 36 соединительных петель, вот до этой точки. Четвертый ряд довязала, пятый ряд, воздушная петля подъема, поворот, во второе звено вкалываю крючок, работаю за дальнюю тушку, и в пятом ряду я вяжу до конца ряда, вот до сюда. То есть это получается так же, как и в четвертом ряду, 36 соединительных петель. Здесь вот макушка с этого края, я думаю, это очевидно, здесь идет скос, а здесь будет открытый край шапки. Открытый край шапки вяжем полностью, макушку оформляем недовязанными рядами. Шестой ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и за дальнюю дужку вяжу 34 соединительных петли. То есть снова оставляю еще 2 недовязанных. Вот до этой точки вяжу. Седьмой ряд. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 34 соединительных столбика до конца ряда. Восьмой ряд. Воздушная петля подъема, поворот, за дальнюю дужку соединительные столбики в восьмом ряду. Снова не довязываю 2 петли, то есть вяжу вот до этой точки, и здесь будет 32 соединительных столбика. Восьмой ряд готов. Девятый ряд. Воздушная петля подъема, поворот, за дальнюю дужку вяжу до конца ряда, это получается снова 32 соединительных столбика. Девятый ряд готов. Десятый ряд. 10 и 11 ряд это будет последняя укороченная пара. Воздушная петля подъема, разворот за дальнюю тушку, работаю с соединительными столбиками, и в 10 ряду это будет 30 соединительных столбиков, то есть оставляю еще 2 петли вот до сюда, это будет последняя ступенька. 10 ряд готов. 11 ряд, воздушная петля подъема, разворот за дальнюю тушку, 30 соединительных петель до конца ряда. Итак, 11 ряд я провязала. Дальше будет 12 ряд. Смотрите, здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 ступенек. Теперь будет 12 ряд. Он провяжет все эти ступеньки полностью. То есть в нем, как и в первом ряду, будет вязаться 40 петель. Это будет полный ряд. Воздушная петля подъема, разворот и работаю за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжу до первой ступеньки. 30. Вот я дошла до края первой ступеньки. И спускаюсь сразу вниз. Точно так же. Здесь мы оставляли 2 петли, значит сюда делаю 2 столбика. Да? 31 тоже за дальнюю дужку.
и 32. 33 и 34. 35, 36, 37, 38, 39. Так. 40. Если вы все делаете правильно, то число петель должно быть столько, сколько набирали в самом начале. Это был 12 ряд. На этом первый клин готов. Дальше мы будем вязать второй клин. Второй клин будет вязаться именно в этой шапке зеркально первому. Но сначала начнем первый ряд. Да? Первый ряд, он же 13. Будем считать здесь не каждый клин, а пара клинов. Поэтому следующий ряд, или клиньев, пара клиньев. Следующий ряд будет 13. Он будет равен первому ряду. И в нем будет 40 петель. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку работаю, делаю соединительные столбики, 40 соединительных столбиков до конца ряда. Это будет 13 ряд. 13 ряд готов, 14 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, здесь все точно так же. И смотрите, если в первом клине мы начинали с самого длинного недовязанного ряда, то во втором клине, чтобы сделать зеркально недовязанные ряды, нужно начать с самого короткого. И затем делать наоборот. То есть самый короткий, потом чуть-чуть его перевязывать на 2 петли, потом следующий снова чуть-чуть перевязывать на 2 петли, и пока не дойдем до самого края. Поэтому 14 ряд это будет 30 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три. Чтобы получить клин зеркально первому. Вот я провязала 30 петель и тоже останавливаюсь, видите, прямо вот в этой точке, да, вот они, эти два ряда зеркальные. Это был 14 ряд, 15 ряд, воздушная петля подъема, разворот, и в 15 ряду, соответственно, это будет тоже 30 соединительных петель до конца вот этого ряда. 15 ряд готов, 16 ряд, воздушная петля подъема, поворот, и за дальнюю дужку соединительными столбиками. Здесь я удлиняюсь на 2 петли от предыдущего ряда. То есть вот этот ряд провяжу полностью и захвачу из нижнего еще 2. Раз, два. И получится, что в 16 ряду будет 32 соединительных петли. 29, 30. И спускаюсь вниз, да, вот сюда. 31, 32. И на этом 16 ряд готов. Видите, вот этот ряд, он будет зеркалить вот эту пару рядов. Да? Это был 16 ряд, теперь 17 ряд, воздушная петля подъема и 32 соединительных петли до конца ряда. 17 ряд готов, 18 ряд. Здесь будет 34 соединительных петли. Воздушная петля подъема и работаю за дальнюю дужку. Вяжу соединительными петлями. Здесь вот этот ряд провязывать полностью и снова удлиняется на 2 петли. 32, 33, 34. Снова вот смотрите, этот ряд 18, он зеркалит вот этот ряд. Воздушная петля подъема, разворот и дальше 19 ряд, 34 соединительных петли до конца ряда. 20 ряд. Снова воздушная петля подъема, поворот, за дальнюю дужку, раз, два. И 20 ряд будет удлинять опять на 2 петли, то есть вот до этой точки. И здесь будет 36 соединительных петель. 34 сделала, спускаюсь на нижнюю ступеньку, 35, 36. 20 ряд готов. 21 ряд. Воздушная петля подъема и соединительные петли в обратную сторону, снова 36 соединительных петель за дальнюю дужку. 22 ряд. Воздушная петля подъема, поворот и за дальнюю дужку. Здесь будет уже
38 соединительных петель. То есть снова вот эту ступенечку полностью провязываю и захватываю из нижней 2 петли. Вот 36 петель провязала, 37, 38. В обратную сторону 23 ряд, воздушная петля подъема, и здесь просто 38 соединительных петель до конца ряда. Это получается 23 ряд. 23 ряд готов. И дальше 24 ряд. 24 ряд это последний ряд во втором клине. Воздушная петля подъема, поворот, и 24 ряд провязывает все петли. То есть здесь просто 40 соединительных петель, и мы снова придем к тому числу петель, которые набирали в самом начале. Итак, вяжу за дальнюю дужку 40 соединительных петель в 24 ряду. 38 провязано, 39 из нижнего ряда и 40. Все, 24 ряд готов. Второй клин на этом тоже закончен. Видите, он получился зеркален первому. Я думаю, это хорошо видно. То есть вот первый клин и вот второй клин. В предыдущей шапке клинья были практически те же самые, но здесь каждый клин вязался одинаково. И получалась такая макушка, вот смотрите, если ее вот с этой стороны, видите, она в вихрь, она вот таким пропеллером уходит, да? Здесь клинья одинаковые. Здесь же клинья будут зеркалить друг друга. Дальше нужно вернуться к первому ряду, который мы вязали основной ниткой. Не берите вот этот вот, забудьте вообще про эту контрастную нить, она нужна только для набора. Все, в вязании она больше не участвует. К первому ряду основной нити и продолжить вязать с 1 по 24 ряд. Повторяем, с 1 по 24 ряд. Всего здесь у нас 2 клина, нужно 6 клинов. Соответственно, повторять с 1 по 24 ряд нужно 3 раза, пока не будет 6 клиньев, да? То есть один раз мы повторили, еще 2 раза нужно повторить. Я оставлю схему 1-24 ряда, вот здесь вот на экране будет схема. Ну, либо можете перемотать видео и вязать вместе со мной еще раз. То есть, давайте повторим еще раз. Первый ряд будет в третьем клине, это 40 соединительных петель. Дальше второй, третий ряд укорачиваем, укорачиваем, укорачиваем. Начинаем с 38, доходим до 30. 12 ряд, опять 40 соединительных петель полностью. И дальше будет четвертый клин, это 13 ряд. Снова 40 соединительных петель в ту сторону. И дальше опять начинаются укороченные ряды. Укорачиваем, но начинаем с 30. Укорачиваем, 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 чуть-чуть удлиняя, да. Доходим до 40 петель. И получается, что на этом будет готов четвертый клин. Ну и пятый и шестой клин вяжутся, получается, точно так же, аналогично. В общем, встречаемся там, и я покажу вам, как сшить эту шапку. Довязала я последний клин и заканчиваю его 23 рядом. То есть 24 ряд в последнем клине не делаю. Дальше беру вторую контрастную нитку и провязываю 24 ряд второй контрастной ниткой. Начинаю все точно так же. Воздушная петля подъема, поворот, за дальнюю дужку соединительными петлями. Здесь будет 40 соединительных петель. 24 ряд. Этот ряд будет служить подсказкой тому, как нужно сшить эти изделия. Последний ряд провязала. Здесь вот у меня хвостик, вот этот вот, это остаток вот мотка, ну, наверное, здесь 2 метра. Этим хвостиком сейчас я буду сшивать начало и конец вязания. Вставляю в иголку с толстым ушком. Располагаю изделие так, что наборный ряд это светлая нитка ко мне, темно-зеленая нитка от меня, макушка слева. Здесь вставляю иголку в последнюю бежевую петлю. Так. Вытаскиваю. И начинаю сшивать это изделие. Светло-зеленая нитка подсказывает, как проходит иголка на этой половине, темно-зеленая нитка подсказывает, как проходит иголка вот с этого края. Да? То есть я смотрю, вот как проходит зеленая нитка, и вот эти 2 ниточки тоже цепляю иголкой. Так. Возвращаю в последнюю серую петлю.
затягиваю и смотрю, как проходит зеленая нитка. Отсюда выходит, сюда заходит. И иголкой повторяю этот путь. Так. И теперь вот в эту серую петлю заправляю иголку. Так, затягиваю. Не слишком туго, потому что вязание было рыхлое, но и, соответственно, шов тоже не должен быть тугим. Снова цепляю вот эти две ниточки, которые цепляет зеленая пряжа. Вот так. Вытягиваю. Опять в серую петлю. Вот она, серая петля предыдущего шага. В серую кромочную. Подтягиваю. Фактически я прокладываю тамбурный шов иголкой, который полностью повторяет движение крючка, движение нити в вязании. И таким образом этот шов будет невидим. И он сольется с вязанием на лице, на изнанке. Я уже показывала его не первый раз. Да, это довольно сложный момент, но мне кажется, он того стоит. Потому что идеальнее соединение этой вязки я не видела ни разу. Просто следите за моими руками и следите за тем, как идут нити. Контрастные нити являются подсказкой. Здесь вот единственный момент, вот эту петлю, видите, каждый раз у нас образовывается петля. Это как бы вот она петля воздушная, да, вот ее задняя перемычка. То есть вот иголка, она повторяет тамбурный шов точно так же. И тем самым ряд стыкуется бесшовно. Такой вот небольшой лайфхак, секретик для идеальной шапки. Именно такой вязкой. На другой вязке крючком, я думаю, тоже возможно применить подобный шов, но для каждой вязки нужно его разрабатывать, придумывать заново. Так же, как и трикотажный шов, например, по открытым петлям для вязания спицами для каждого рисунка придумывается заново, также и здесь. Тамбурный шов тоже придумывается заново. Так. Туго не затягиваю. Меня спрашивали, можно ли без контрастных ниток. Я скажу честно, мне сложно. Я и трикотажный шов на разных узорах спицами, да, когда особенно косы нужно соединить трикотажным швом, я тоже использую контрастные нити. Также и вот в тамбурном шве тоже рекомендую использовать контрастные нити, если вы можете обойтись без них, если вы без них можете построить эту проходку нити, то, конечно, можно. Я вот пока не научилась. Поэтому вот такой лайфхак с контрастными нитками использую для себя и вам тоже рекомендую. Наверное, когда уже сошью так шапок 50, возможно, буду обходиться без помощников, без подсказок, но пока нет. Работаю так до конца макушки. Дошиваю макушку, да, здесь снова вот подхватываю ниточки, и здесь у меня одна ступенька есть, потому что, насколько вы помните, в четном ряду мы его начинали с 30 петель и заканчивали на 40. То есть здесь не 5 ступенек будет, а одна. Вот она. Вот, четко видно вот этот ряд. И вот нитка прыгает на другой ряд. Здесь просто идем за зеленой ниткой, за темно-зеленой ниткой. Да? Буквально не задумываясь. Потому что вот сюда она перепрыгивает. Значит, цепляю. Здесь опять вот эту петлю цепляю. Затягиваю. Так. Здесь вот две ниточки цепляю. Опять в петлю, в кромку. Возвращаю в следующую кромку. В петлю.
цепляю вот здесь, вот еще 2 ниточки, вот их, может быть, плохо видно, но они тут есть. Я их цепляю в петлю, в кромку. Давайте еще вот так вернусь. Так. Все. Макушка доделана. Эти нити, они приходят, вот нити одного цвета, видите? Начало, конец, они должны сойтись в одной точке всегда, если вы все делаете правильно. Так, теперь удаляю контрастные нитки. Я 100 раз показывала уже этот шов, наверное, всем я уже надоела. Вот контрастная нитка, темно-зеленая, она удаляется вообще прям в одно движение. Просто распускается. Так. Так, а светло-зеленая нитка, она в одно движение так не удалится. Здесь просто вот стежок за стежком ее тоже удаляю. Потом она для следующей шапки мне пригодится. Мне не хочется ее отрезать. Я ее уже, наверное, раз 5-й или 6-й ввязываю, каждый раз распускаю. Ну, в общем, вот так вот ее аккуратненько. Петля за петлей, стежок за стежком, я ее всю и удалю. И вот он, видите, шов. Он абсолютно точно такой же, как и само вязание. Вот, вот вязаная коса, вот шов. Вот смотрите с другой стороны. Так, где он? Вот она. Вот это была. Вот вязаная коса, вот шов. То есть все идеально. Пружинит и вливается в вязание тоже идеально. Нитки убрала, связываю на узел 2 вот этих нити, начальную и конечную. В конце делаю 2 витка. Дальше беру тонкий крючок и нужно стянуть макушку. Здесь вот цепляю пипочки от полных рядов. Так. 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 Их всего 6, так как всего 6 клиньев. Так. Вот она, последняя пипочка. Стягиваю и завязываю еще раз на узел. Так. Еще раз. Все. Дальше беру тот же самый крючок и прячу вот эти нити вдоль вязаного ряда. Эта сторона у меня будет изнаночная. Хотя здесь обе стороны довольно симпатичные получаются. Ну и со вторым хвостиком поступаю точно так же. Тоже его прячу вдоль какой-нибудь косички. Ну, допустим, вот так. Поворачиваю шапочку на лицо. И вот такая вот макушка получается на этот раз. Видите, здесь на лице, ну, вот эти вот недовязанные ряды образуют такие вот шишечки, пупырышки, да, они так вот немножко торчат. Вот, шапка готова. Допустим, передняя сторона. Ну и, допустим, так, подождите. Задняя сторона, ну, либо наоборот. Здесь уже кому как нравится, тот так и будет носить. Предыдущая шапка. Точно такая же пряжа. Видео внизу будет, либо вот здесь по подсказке. Вязалась она точно так же. 40 петель и убавляем до 30. Единственная разница, здесь все клинья вяжутся одинаково, а здесь первый и второй вяжутся зеркально. Ну и, соответственно, третий и четвертый вяжутся зеркально, и пятый и шестой вяжутся зеркально. И поэтому, видите, макушки получились разные. То есть в этой шапке макушка спираль, а в этой шапке ну, такая вот макушка получилась. Вот, видите, здесь как бы 3 луча у звезды, и она получается четко симметрично. В этой шапке такой симметрии нет. Вот так вот она выглядит. Прекрасно пружинит эта вязка. Имитирует вязку спицами.
повторяет абсолютно. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.